Тум-тум, всем чао-чао. Меня зовут Кичигин Эдуард, и моя тема ландшафтная архитектура, архитектура, ландшафтный скетчинг и архитектурный скетчинг, и скетчинг интерьеров, и проектирование, и все такие истории. В общем, вот я немножко работаю в Италии, немножко работаю в России. У меня есть определенный бэкграунд, и я рассказываю про скетчинг и проектирование. Как я его вижу и как это все работает в моей практике. Вот я сегодня проговорю немножко. У меня странный микрофон, смотрите, это веточка, да. Ну, то есть смысл всей этой истории в том, что можно э, заниматься проектированием в любой ситуации. Едешь ты в автомобиле или в поезде, или летишь на самолете. У тебя есть с собой скетчбук, и ты можешь делать симпатичную, красивую историю и заниматься проектированием без проблем, не обращая внимания, есть у тебя электричества, нет, что в какой-то ситуации, есть у тебя, ну, там, сопутствующие штуки, или ты вырезал из дерева веточку и сделал себе микрофон, вот, все про вот эту вот тему. В общем, вот, я проговорю одну штучку, это вот эта штучка. Это проектирование такого большого комплекса. Ну, собственно, поиск проектной идеи, который был сначала, ну, у меня в скетчбуке. Это большое пространство на 1,6 гектар. В общем, вот. И для него формировалась такая большая структура. У этого пространства есть Genius Loci. Это сгоревшая в Кижах церковь. Возможно, удастся ее восстановить, ну, если срастется проект. Но на самом деле он уже таким не будет, это я сразу скажу. Он уже глобально переделан, и скоро я покажу его. Но вот это вот, то, что я сейчас показываю, это один из фрагментов подхода поиска ресерча проектной идеи. Так, в общем, вот в моем скетче. Вот это вот моя Genius Loci, Покровская церковь, которая сгорела. Вот здесь большая площадь перед ней. Вот здесь существующий памятник. Ну, он такой округлой формы, и он не очень большой, метров 5, наверное, в диаметре. Я его окружаю перголами. Перголы — это гульбища. Гульбища, те, кто смотрит мои инстаграм-сторис, уже, ну, прям подробно знакомы с этим понятием, которое вынесено из архитектуры деревянного зодчества, из архитектуры кижей. Вот. И на их основе я строю общественное пространство. Так, как это все выглядит? Ладно. Нет, перейду в другую штуку. Начинал я все с той идеи, что, возможно, у меня должно быть 2 этажа моей структуры. И 2 этажа этой структуры, если я думаю, например, про то, что у меня есть красивая церковь, красивая площадь, и я хочу, чтобы у людей было больше коннекшена, чтобы они больше общались, чтобы они больше говорили, встречались друг с другом. Я думаю, может быть, вот такая структура галерей поможет мне в этом. Если есть большое пространство из основных форм домиков, могу ли я завязать их в такую круглую структуру и соединить ее галереями. И эти галереи тоже насытить жилыми помещениями. Вот так это выглядит в целом здесь. К сожалению, эта тема, не сказать, что прошла. Ну ладно, я, может быть, еще ее обдумаю. Может быть, ну, в концепции еще вернусь к ней. Вот. И имею вот такую вот форму общую и коннекшн людей на первом этаже и на втором. Я обеспечиваю им достаточно большое пространство для того, чтобы гулять, для того, чтобы пользоваться помещениями, которые вот здесь находятся. Вот они. И двигаться по вот этой внутренней структуре к большим помещениям, у которых, ну, свои специфические задачи. Например, это общественный центр. Это 2-этажная галерея с жилыми общественными помещениями.
вот это общественные здания. Ну, вот эти вот все фрагменты — это общественные здания. Это площадь. И вся галерея, она в виде сверху, в плане, состоит из вот таких типичных сегментов. То есть я из вот таких сегментов собираю вот такую структуру полукруглую. И прихожу к тому, что я могу создавать вот такие типичные сегменты, что технологично интересно, ну, и достаточно просто. Не иду в уникальное строительство, а делаю из всей этой структуры такой, как будто бы немножко конвейер. Как будто бы немножко конвейер Форда. Ну, максимально стараюсь стандартизировать и упростить эту систему, сохраняя там главные ориентиры, которые мне необходимы. Вот. А это вся структура сегментированная. Окей. Эти сегменты единообразные. Вот с этой стороны галерея. Вот она. Тыдынь. И вот галерея с более узкого конца. Вот она. И вот эти вот галереи — это гульбища. И они имеют свое повторение в традиционной древнерусской архитектуре, когда на стенах, которые защищали город, сверху на стене, вот стена, тын-тын, шла вот такая вот структура деревянная. Это, например, видно в Новгороде. Когда приезжаешь из Питера в Новгород, там ходишь по Кремлю, там наверху над стеной вот такая вот структура. И смотрится очень эффектно. И я подумал, что это, может быть очень хорошей идеей. Ну, соответственно, я принес ее вот в этот проект. Вот. Вот эта вот структура, это вот такие сегменты, составленные вместе. Вот эта структура — это то, как общественное здание выходит вот сюда, вот в эту сторону. И это тоже попытки интерпретации традиционных деревянных домиков с таким характерным крыльцом. Здесь еще я буду продумывать, ну, если я вернусь к этой концепции, я буду продумывать, как сформировать вот это вот крыльцо, чтобы оно было таким типичным, русским и симпатичным. Вот. Вот этот сегмент можно посмотреть здесь в разрезе. То есть у меня получается высота ориентировочно там 3 метра первый этаж, 3 метра второй этаж. Ну и на втором этаже еще дополнительное пространство, потому что скос крыши дает мне возможность сделать больше воздуха людям. Больше. Симпатичней, интересней. Так. Вот эта вот структура. Вот она в самом упрощенном виде. Сами домики, они требуют такой, серьезной детализации. И, соответственно, они пока не интересуют меня в том моменте, когда я составлю всю вот эту вот большую структуру. Как этого полукольца, 2/3 кольца. Да. В общем, интересно, очень интересно и эффективно думать одновременно в скетчбуке, вот к чему я хочу привести мысль, и потом это класть в 3D-модель. Общее, обобщенное, концептуальное впечатление от проекта, быстрая запись мысли, идеи, упрощенное рисование вот этих вот больших форм, больших принципов, оно намного быстрее в скетчбуке. А когда есть вот это вот понимание, я радостно иду туда, вот, в модель и пробую это все. Потому что, модель в любом случае занимает сильно больше времени. И там есть такая проблема. То есть ты начинаешь моделировать и начинаешь закапываться. Тебе трудно вернуться назад. А в скетче я легко могу вернуться назад. Я могу взять и рисовать другой скетч. Еще один. Там, 5-10, нет проблем вообще. Вот с моделью так не происходит. Я обычно не делаю там 3, 5, 10 моделей там за очень короткое время, там за
ну, за час или за два. Ну, нет, это невозможно. А вот это возможно, понимаете? Такая большая вариативность. Поэтому концептуальные штуки супер просто делать в скетчбуке. Супер удобно. Вот. И тут вот эта вот структура, она также развернута. Вот эти вот жилые помещения, тын-тын, вот эти вот фрагменты. Вот это общественное здание. То есть вот таким образом соединяется эта структура. Первый этаж, второй этаж. Это вид снаружи, это вид изнутри. А внутренняя структура имеет два гульбища. И по каждому из них могут ходить люди, общаться, тут могут стоять столики, и они могут сидеть, отдыхать. Вышли из своего жилища и сидят, общаются. С этой стороны одно гульбище, потому что вот это вот пространство я планировал использовать в проекте. И по сути вся вот эта вот структура, она представляет собой как будто бы городскую стену. Вот она. А внутри общественное место, а тут духовный центр. То, что представляет собой вот этот забор, это остатки предыдущей концепции. И я его не доработал под вот эту вот структуру. То есть сейчас я смотрю только вот на эту структуру, а этот забор имею в виду, что я там тоже с ним должен работать. Ну, в общем, это не суть данного видео. Суть данного видео — это проговорить, как концептуально работает скетчинг. Ну, то есть как архитектору или ландшафтному архитектору удобно думать о проекте. Потому что вот эту вот структуру я легко, быстро нарисую. Там, в общем, это все упирается не то чтобы маленькое количество моделирования, но я могу покрутить, конечно, со всех сторон, но я могу, вот понимаете, я легко могу это и в голове прокрутить. Скорее вот тут я уже показываю клиенту всю эту историю. А для того, чтобы думать, мне вполне достаточно и вот этой вот истории. Вот. Так, это проговорил, это проговорил, это проговорил, это проговорил. Двухэтажные, это сегмент. Ну, по сути, вот раньше домики строились из клетей. И клеть была такая прямоугольная, квадратная. Тут я делаю такую же клеть, только немного с другими, но упорядоченными пропорциями, ясными, которые можно поставить на поток. Вот эти домики два типичных, вот эти два фрагмента общественных зданий, может быть, тоже типичные. И они создают такую импрессию, впечатление. Вот это городская стена, а это как будто бы такие башни на ней. Ту же самую историю я собирался масштабировать и продолжить на окружающую забор. Вот. Но она еще не доработана. Тут есть большая дирекция между вот этой вот восстанавливаемой церковью и колокольней тоже из истории Кижей. Вот. Так это все выглядит на фрагменте одного из проектов. Ну, повторюсь, фрагмент этот уже не актуален. Уже вся история пошла намного дальше и намного более изощренной. Вот. Немножко моего workflow. Тут стоит мокка, ну такая стальная, но зато она подходит для индукционной плиты. Один мой скетчбук, он там по прошлому стриму скетчбук, немножко бариллы, да, блин, я так не успел сделать себе пасту и вот всякие такие штуки. Ну, их тут несколько, но в принципе, вот, достаточно одного линера, да, чтобы чтобы сделать и показать довольно внятно вот эту вот историю. Вот. Поэтому вот что я думаю. Круто перевести большую часть работы сюда, в голову. И для этого можно использовать вот такой простой инструмент и получать внятный стильный результат. Там посмотрите, например, мои другие видосы. Можно делать супер отточенную графику.
прям супер-супер отточенную. Можно делать легкие, супер легкие наброски. Можно делать информативную графику, инфографику и прочие штуки. Все эти вещи, привязанные к практике ландшафтного архитектора или архитектора, они такие, ну, не сильно сложные. То есть я пушу за то, чтобы максимум времени, ну, архитектор, он отдавал непосредственно проектированию. Вот эта вот вся история там с представлением этой штуки, там, с визуализацией и прочими, она отходила дальше, в другую сторону, в отдельный вообще временной промежуток, чтобы не отнимало сил от мозга, который занят осмыслением объемно-пространственной композиции, ресерчем, спором логики, формированием, ну, вот этих вот структур на основе вводных, ну, вот таким другим процессом, над процессом, не обслуживающим процессом. Вот. Для этого, мне кажется, совершенно идеальная структура — это скетчинг. И вот по этой структуре я сейчас делаю курс. В общем, скоро он будет, я надеюсь, готов. Поэтому, ну, там, смотрите, я в описании к каждому видео буду выкладывать линки, когда он появится. И можно будет его радостно приобретать. В общем, вот. Меня зовут Кичигин Эдуард, и я рассказываю в моем блоге про скетчинг, про то, как он помогает архитектору, ландшафтному архитектору, и помогает рисовать быстро, просто, красиво, симпатично. То есть, если даже вы не архитектор, у меня для вас очень много полезной информации. Смотрите мой YouTube-канал, мой Instagram, вот там вся вот эта вот история. Я много практикую в Италии, ну и проекты были в совершенно разных странах мира, поэтому у меня такой особенный бэкграунд. Вот, ну он и симпатичный, и практичный. В общем, вот, меня зовут Кичигин Эдуард. Всем чао-чао. А я дальше работать. Много задач. Много задач. Сейчас попью кофе и продолжу. Какая интересная жизнь. Какое счастье делать вот эти все штуки. Какой деревянный у меня держатель для микрофона. Тын-тын-тын-тын.